Здорово, дружище, я рад тебя видеть, и ты как никогда. Кстати, сегодня-то мы с тобой зажжем. Слышал такое выражение «движение – жизнь»? Так давай двигаться. Мы живем в таком климате, что иногда у нас бывает тепло, а иногда бывает жутко холодно. Но все равно хочется, да и можно, и нужно тренироваться на улице. Подтягиваться и отжиматься можно в домашних условиях, и для этого ты можешь спокойно обеспечить себе какой-то спортивный уголок. А вот подвижные тренировки прекрасно заходят даже в холодную погоду. Не дай себе замерзнуть. Все то, чем мы с тобой здесь занимаемся, называется калистеника. Она может быть статической, может быть динамической и взрывной. Это абсолютно огромное разнообразие упражнений. Мы не качаем мышцы в том смысле, в котором это понимают в тренажерных залах. Нет смысла надувать огромную мускулатуру и наращивать кучу мяса. Это в принципе нехорошо и для сердца, неудобно, и зачем все это кормить. Мышцы должны быть естественными, и мы с тобой работаем над естественным, подвижным, мощным, здоровым телом. Тренировка ног в уличных условиях – это вообще особое искусство. И здесь на помощь приходит и легкая атлетика, и функциональные упражнения. Реально тренировать ноги без свободных весов, без больших отягощений, тяжелых штанг и походов в зал. Но делать это нужно специфическим образом. Я сейчас все покажу. Сегодня мы сделаем много упражнений, и они будут разнообразными и интересными. Давай перейдем к делу. Меньше слов, больше дела. Это очень мощное движение, которое объединяет в себе и бёрпи, и мощный взрывной прыжок, и прыжковую разножку. А самое главное, что здесь большой набор движений, и нервная система находится в серьезном напряге. Здесь классно развивается координация. Каждое твое движение, каждое сокращение мышцы – это работа нервной системы. Вот здесь командный центр, и отсюда все начинается. Именно поэтому нужно давать хорошую, серьезную работу нервной системе. Ну а теперь давай потренируем ноги и попрыгаем в стороны. Ты двигаешься не для того, чтобы уставать, ты двигаешься для того, чтобы заряжаться энергией. И чем больше и чаще ты это делаешь, тем ты энергичнее, тем ты мощнее. Погнали дальше. Ноги немного разогрелись, и теперь пора бы попрыгать. Делаем прыжки в длину. Обожаю эту штуку.
Прыгай как кошка, вытягивайся. Не надо толкаться на месте. Сел, зарядился, вытянулся. С носочков. Прыгаем с носочков, и не надо этого бояться. Абсолютно ничем не опасный прыжок с носочков. Проблемы могут быть только тогда, когда уже больные и испорченные колени. Если колени здоровые, надо заставлять их работать. Надо давать им нагрузку. И еще один вариант. Прыгаем на месте, на носочках. Опустились вниз, опора на руки, прыжок. Я мягко опускаюсь и страхую себя руками. Когда опускаюсь в самый низ, вес частично переходит на руки. Как только я готовлюсь прыгнуть, я немного отталкиваю себя руками, возвращаюсь полностью на носочки и выхожу вверх. Эти тренировки созданы не только для того, чтобы тренировать мышцы. Они отлично развивают кислородотранспортную систему, мотор, дыхание. Все работает в совокупности. Нервная система, командный центр находится в постоянном напряжении. Много движений, много действий. Все это нужно правильно обыграть, правильно включить мускулатуру. Ну и, конечно же, это доставляет массу удовольствия. Такие тренировки на свежем воздухе – это чистое здоровье. А теперь пора бы побегать спринт. Как раз ноги готовы, уже в кондиции. Еще подходов 3, 4, 5, сколько душе угодно. Не переедать, ребята. Самое главное, не переедать. Абсолютно без разницы, как ты тренируешься, если ты постоянно забрасываешь в себя ведра еды. Тренировка – это лишь способ увеличить суточный расход калорий. Но если у тебя нет дефицита калорий, ты не похудеешь. Если ты на балансе, то ты будешь постоянно поддерживать свой вес. Если ты в профиците, уж извини, ты будешь набирать. Поэтому все должно быть разумно. Кушаем в меру, кушаем правильно. Кстати, хотите видео о питании? Напишите об этом в комментариях. Самый главный враг человека – это он сам. Зачем я двигаюсь? Зачем я вот так вот тренируюсь? Почему я отказался от всяких удовольствий типа вкусной еды, фастфуда, алкоголя? Когда-то я тоже все это употреблял. Но я не хочу обманывать свое сознание. Я не хочу превращаться непонятно в кого. Я человек, и я хочу использовать свое тело и все его возможности. Давай-ка, дружище, не расслабляйся и держи себя в тонусе. Если ты сам о себе не позаботишься, этого не сделает никто. Медицина нынче влетает в копеечку, поэтому нужно сделать так, чтобы ты как можно реже туда ходил, в эти заведения, и оставлял там круглые суммы. От этого зависит не только твое здоровье, от этого зависит здоровье будущих поколений. То, какой ты сегодня, такими будут твои дети завтра. Мы – пример для подражания. Давай будем хорошим примером.